Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня короткая история про бобра. В общем-то, в нашу службу входил ежедневный обход территории, да, защита от браконьеров, учет животных. И каждый день, вот в том числе и я, и Шимков, может быть, уже меньше гораздо, в силу возраста и в силу опыта. Я чуть больше в силу интереса и молодости. Лазил по окрестным угодьям, изучая новые какие-то места, делая для себя открытия, знакомясь с жизнью животного мира. И вот мотался, и не только ведь мы охотились, да, мы вот и летом, и весной, и осенью ходили по лесу. Летом ходить по лесу, надо сказать, было тяжело. Во-первых, растительность очень буйная в этих пойменных лесах, в этих болотистых угодьях. Сплошные ручьи, речушки, мелиоративные какие-то канавы, доисторические, болота, мхи, качкарники. И самое главное, огромное количество гнуса, слепней, комаров, мелкой мошки. Все это летом, конечно, доставало. При этом ходить приходилось, да, извините за тавтологию, в высоких болотных сапогах, в плотной одежде, в какой-то, чтобы комары сильно не прокусывали. Мазались какой-то мазью. Хотя вот я не очень чувствителен к этим ко всем комарам, поэтому мазь я использую редко. Но, тем не менее, когда уж сильно достают, использую. И вот в тот день я забрался в какие-то страшные дебри, и меня привлек шум ручья. Я пробрался через кусты и вышел к ручейку. И этот ручей был перегорожен бобровой плотиной. И вот эта вода и шумела, стекая с этой плотины. И так она журчала призывно. А сами понимаете, лето, жара, гнус, пить хочется. Естественно, я из этого ручья напился. Хотя вода, надо сказать, там такая рыжая, болотистая. Привыкли, что ж, да, пили. Я из луж там пил, и из ручьев пил, отовсюду пил. И вроде ничего. Хотя, кто его знает, может быть, годам к 80 скажется. Как в том анекдоте. Да, помнишь, там два деда сидят. Один говорит, помнишь, нам в Первую мировую бром давали, чтобы нас на женщин не тянуло? Он говорит, да, помню. Кажется, действовать начинает. Так и тут. В общем-то, неизвестно, как что скажется впоследствии. Пока ничего, вот Шимков 90 с лишним лет там прожил. Я напился, умылся. И думаю, елки-палки, такая жара, я весь потный, уставший от этой жары. Думаю, залезу-ка я, а плотина же держит водоем. Думаю, залезу-ка я сейчас в этот водоем и искупаюсь. Хотя там купаться, сами понимаете, лесной ручей, да, коряги, там дно может быть очень топким, болотистым. Все что угодно. Через эту воду-то ничего не видно. Она рыжая. Разделся догола. И прямо вот с этой плотины спустился так вот в воду. Оказалось там довольно твердое дно. И глубина как раз по шейку. Вот прям вот одна голова торчит. И такое блаженство. Я стою в этой воде, охлаждаюсь, голову так вот омываю этой водой. Вот это вот ручей, как канава такой вот, я его далеко вижу вперед, справа, слева у меня тут кусты, какая-то растительность буйная, пойменная. И вдруг я вижу, что вот по этому каналу ко мне плывет бобр. Плывет, я его заметил далеко, вот он плывет. А что, их там же никто не пугает, они и днем, и ночью плавают. Я стою и вижу, что сначала мне стало забавно. Говорю, о, как хорошо, какой ко мне плывет бобр. Сейчас я на него посмотрю. А он так все плывет, куда-то подплывет к берегу, что-то там повозится, обратно, и опять ко мне к плотине сюда плывет. Я стою, жду, так думаю, сейчас он поближе подплывет, я его рассмотрю. И потом я понимаю, что он уже настолько ко мне близко, что в принципе эта близость уже становится опасной. Потому что животное, которое видит только мою голову, если я зашевелюсь, оно испугается. И как оно себя в испуге поведет, никто предугадать не может. Потому что животные по-разному реагируют на этот испуг. Да? Некоторые просто убегают, некоторые впадают в оцепенение, а некоторые нападают.
И почему бобру на своей территории не напасть вот на эту небольшую голову? Он же не видит меня целиком. Для него я объект довольно небольшой. Думаю, сейчас кинется, вцепится мне в нос. Или куда-нибудь там в щеку. И что делать? Я стою, думаю, пугать его не надо. Я так стою, замер, думаю, ну он сейчас, может, поплавает и куда-то уплывет. А он все ближе, ближе, уже остается там. И остается буквально 3 метра. Я уже прекрасно, я даже вот эти вот усы, каждую его вот эту волосинку на усах вижу. Все, я вижу выражение его глаз, я вижу все. Вот он близко, 3 метра. И он так тихонько, так, бульк, ныряет. Не всплеск, ничего, так медленно, бульк. И я так автоматически, у меня руки сразу, они у меня вот так на воде лежали, у меня так сразу раз, руки вниз, как у футболистов, которые в стенке стоят. Думаю, елки-палки, я ж голый. Думаю, сейчас так подплывет и начнет что-нибудь отгрызать. Думаю, нет, я прикрою. Стою, замер весь. У меня сердце бьется через раз, дышу через раз. Думаю, да где же он, зараза? Думаю, сейчас вот если он даже просто меня где-то коснется, то у меня оборвется все внутри. Ну, такая близость с диким зверем, а ожидать от которого непонятно чего. Я замер и стою. Ну, сколько-то там, я не знаю, может быть, минута, 2, 3, может, 4 минуты прошло. Но мне они показались вечностью. И вдруг я вижу, что этот бобр от меня уже 20 метров. Так, бульк, и всплыл. И поплыл в обратную сторону. Я думаю, ну, слава богу. Я выбрался из этого водоема побыстрее. А комары облепляют все. Комаров, знаете, вот идешь, ходили же в портянках, в болотных сапогах, идешь, и портянки, ноги намокают, сбиваются, и вот портянки надо перемотать другой стороной. Вот ты снимаешь резиновый сапог, то есть ты наклоняешься вниз, и пока ты перематываешь вот эту вот портянку, комарье облепляет тебе все лицо. Ты быстренько все это меняешь, одеваешь резиновый, и делаешь вот так вот. И руки, и лицо все в крови. Вот такое количество комара. А я-то тут сырой и голый. И они меня как облепили. Слепни на меня налетели. Я бегом быстрее. Все это давай на себя одевать. Оделся и думаю, да, вот это искушение. То есть получается, что вроде бы охладился. И в то же время хуже себе сделал. Потому что, вот как помните в детстве, да, сходишь в жару искупаться, думаешь, вроде, о, как хорошо на воде. А пока до дома идешь, хоть опять иди. То есть ты размяк, оттаял вот от этой жары, слабость на тебя такая навалилась. И пока до дома шел, ты опять устал, весь вспотел и перегрелся. Так и тут. Выбрался я оттуда и прямиком пошел на базу. Прихожу на базу, Шимков на базе, ну и вот так вот ему эту историю со смехом рассказываю. А он мне и говорит. А там, говорит, еще сосна такая, говорит, стоит. И в одной половине двойная. И одна половина, говорит, сломанная, а вторая половина хорошая. Я говорю, да. Я говорю, а ты откуда это знаешь-то? А он так смеется и говорит, так ты был в Московской области. Я говорю, так а как? Я говорю, ну так, ты ушел в Московскую область. Я говорю, погоди, а ты откуда вот это? Ты, говорю, тут сидишь на базе. И тут я понимаю, а что я говорю, что он сидит на базе? Он тут с 48-го года. 48-го. А я пришел в 92-м. Так, естественно, он везде уже был. То, что для меня новое, для него уже все хорошо забытое старое. Он все угодья уже в свое время так же по молодости, как и я теперь, исходил, изучил, и все это прекрасно знал. И вот тут я уже как бы понял, да, что вот мы приходим в этот мир и думаем, что мы первооткрыватели, что вот мы куда-то забрались, и такие дебри, и там не ходила, не ступала нога человека. А потом вдруг выясняется, что там до тебя 1 000 000 ног прошел. И все это место прекрасно знают. Поэтому, конечно, у нас здесь, вот даже в петушинских лесах, ну, таких особо тайных мест и не было. Как говаривал мой приятель, царство ему небесное, Сербин Виктор Антонович, директор музея природы, Владимира Судского музея-заповедника, он говорил, что у нас здесь такие леса,
что в них нет места, куда бы случайно не заскочила веселая ватага школьников. Поэтому, говорит, у нас медведей-то нет. Медведи любят тишину, спокойствие и недоступность. А у нас, говорит, кругом один народ. Вот, даже вот к бобру-то я туда забрался, думал, он не пуганый. А он, наверное, меня уже быстро вычислил. Сказал, о, чудик стоит, голый, наверное. Ну ладно, не буду смущать, поплыву обратно.